Моя сгоревшая жопа является единственным и неоспоримым спонсором сегодняшнего видеоролика. Всем здорово, народ. Я не знаю, зайдет ли вам такой формат, но сердечко у меня уже не может терпеть, я должен кому-то высказаться. ПВП в Пандарии полный кекес. И я не имею в виду сам ПВП геймплей, когда ты вот уже попал на арену и бегаешь там свою двойку или тройку рейтинговую, кайфуешь. Нет, там-то наоборот все прекрасно. Мне вот посчастливилось единственный вечер побегать там 3 часика буквально в двойке за Элем Шамана. Я нашел себе хила. Это вообще нонсенс. Поиграл с ним, там, не знаю, каточек 10-12 мы сыграли. Я невероятно кайфанул. Катки динамичные, вариативность невероятная. Понятное дело, попадаются различные класс-спеки, разные сетапы. Ну, сейчас, понятное дело, многие просто кап отбивают. Не то, чтобы кто-то прям нацелен на фарм рейтинга в двойке, в тройке. Но, тем не менее, когда против тебя попадается гирнутая сова с афлилоком, катка невероятно интересно проходит. Ну, там такие микромоменты, микродвижения, прям вот то, ради чего я в ПВП, в принципе, играю. Эмоции прямо хорошо вот ты получаешь. За это я, конечно, ставлю лайк. Но вот все, что этот PvP геймплей окружает, все, что ему предшествует, это меня невероятно раздражает. Я прямо не могу сидеть на стульчике ровно, я начинаю на нем ерзать, мне просто коптит. Ну, потому что это просто пиздец. Может быть, это я фрик и чего-то не понимаю. Именно ради этого я сегодня видосы записываю. Может, вы мне объясните, что нужно делать. Значит, первый пункт. Почему нету отдельной вкладки в заранее собранных группах под PvP? Где она? Куда она пропала? Ладно, я еще типа теоретически могу понять, когда нету заранее собранных групп в принципе. Как вот, например, на Lich King заходишь какой-нибудь, там ты только через поиск спутников себе ищешь тиммейта. Тоже полный бред, но допустим, там в принципе нет заранее собранных групп, значит и нет вкладки под PvP. Здесь-то куда она пропала? Почему? В чем проблема? Какая сложность добавить отдельную просто вкладку под PvP режим, как это сделано на ритейле, на актуале? Добавьте просто 2 строчки кода, вам даже придумывать ничего не нужно. Скопируйте с ритейла, вставьте в Пандарию. У вас есть заранее собранные группы под подземелья, под рейды, есть вкладка «Другое», в которую все PvP-шеры типа идут, но нету вкладки отдельно под PvP. Это же бред. Ну как? Почему? В чем сложность? И вы мне скажете, ну типа окей, нету отдельной вкладки под PvP, зайди в заранее собранные группы. Так там 2 человека сидит в прайм-тайм на сервере Пламигор, блин, по Москве, я не понимаю. Я прямо на стриме захожу в прайм-тайм в субботу, соответственно, на сервере Пламигор в заранее собранные группы, когда максимальный онлайн в принципе из всех возможных за неделю, и в заранее собранных группах 3 человека, включая меня, ищут себе PvP, двойку или тройку. И 2 из них, не включая меня, ищут себе просто тиммейта, чтобы кап отбить. А где люди? Где я должен найти себе тиммейта, чтобы просто побегать двойку не ради капа, а просто ради самого PvP в принципе? Я, короче, вообще в неведении, как здесь искать себе напарника для арены. Это невозможно, вот просто невозможно. В заранее собранных группах там хотя бы есть какие-то варианты, они хотя бы присутствуют. Здесь вообще никого нет, смотри. Просто никто не ищет. Вот раз арена ищется, 2 арены ищется, все. 2 чела. Прайм-тайм ищут себе арену. 2 чела, короче, в PvP никто не играет. Некоторые люди в чате мне написали, что а-ля сейчас прямо самый старт Пандарии, PvP сейчас никто не бегает особо, но какой-то такой слабенький тезис. Вы думаете, что через месяц будет что-то по-другому? Только хуже, мне кажется, ситуация может стать. Я вот лично не вижу причин, почему сейчас людям не интересно побегать двойки, но через месяц вдруг станет резко нужно данным заняться. И тем же самым днем, соответственно, я захожу на европейский сервер, просто там посмотреть, какая ситуация в заранее собранных группах. Может быть, что-то аналогичное. Но там ситуация получше. Понятное дело, там и онлайн выше, и в принципе людей больше, поэтому и ищущих PvP людей тоже больше. Но там хотя бы выбор есть. Ты видишь, что да, вот реально там несколько десятков человек набирают себе какую-то команду, пытаются в PvP залететь. Все равно остается тот же самый кринж, что нет отдельной вкладки под PvP. Я не понимаю, вот искренне не понимаю. Но еще больший кринж, который я прямо типа, я просто не могу это понять. Ну почему нету кросс-сервера? Зачем вы добавили в фильтрах возможность включить различные языки, и при этом на Пламигоре условно я вижу только людей, которые ищут себе что-то через заранее собранные группы на Пламигоре? Где бургеры? Почему я не вижу бургеров, которые ищут себе двойки? Именно в этом заключается самая большая проблема. Чтобы я сделал на месте Близзардов, добавил отдельную вкладку под PvP, чтобы я мог спокойно себе там искать чисто PvP-шеров, и в нее встроить функционал поиска кросс-сервера, чтобы я мог добавлять себе людей с европейских серверов. Как это сделано на ритейле. Основные вообще, в принципе, игры, 90% матчей, которые я играю на ритейле, они играются с бургерами, потому что их просто больше, и тебе найти проще тиммейта, который бургер, если мы и говорим про именно вот рандомов. Понятное дело, если у вас есть друг, с которым вы договорились, окей, го залетать в Пандарию, будем бегать двойки, все, проблем нет, вы с ним будете бегать бесконечно, катки будут искаться. Но если у вас нет тиммейта, если у вас нет какой-то PvP-шной гильдии или PvP-шного сообщества, все, пизда. Вы не найдете себе тиммейта, по крайней мере, если вы ищете
лекаря, это точно будет проблема. Если вы ищете русскоговорящего лекаря, я не знаю, как вы это будете делать. Я могу часами сидеть за Элем Шамана и искать себе напарника. Часами. И так его и не найти. Я вам говорю, за все время я сыграл лишь один вечер. Один вечер я нашел чувачка, и то он просто хотел отбить себе кап. Он не заходил, чтобы побегать двойку ради самой двойки. Я не знаю, как было во времена Пандарии, когда она была, типа, актуальным аддоном. Скорее всего, там не было кросс-сервера. Ну так сейчас-то он на ритейле есть, и в смысл от него отказываться, смысл его не добавлять. Ну просто нету возможности. Если ты создал себе персонажа на Пламегоре, ты не можешь поиграть с бургерами. Ну я даже предположить, у меня был план. Типа, окей, я такой думаю, я могу пойти на европейский сервер, могу пойти на русский. Понятное дело, комфортнее будет мне играть, ну вот лично по визуалу, что ты видишь русский текст, русские люди, это будет на Пламегоре. Такой думаю, ну как я буду бегать PvP? Так все же просто, будет кросс-сервер, и если что, я себе в двойке, в заранее собранных группах найду какого-нибудь бургера, рандома, и с ним поиграю. Такой, все, счастливый, качаю себе Элем Шамана, и на тебе, блядь, просто пожалуйста. Кросс-сервера нет, заранее собранных групп под PvP нет. Полный бред. Типа они планировали, что в 2025 году я буду искать себе тиммейтов в двойку через поиск спутников. Ну, я не знаю, у меня горит жопа с этой херней. Это же просто банально малоэффективно. Ты не факт, что найдешь себе тиммейта таким образом вообще в принципе. Да, я все понимаю. PvP направление в Вове — это такая нишевая тема, которая, дай бог, там 10-15% игроков будет вообще в принципе интересна. На это не хочется тратить ни время, ни ресурсы, и вообще пошли в жопу все PvP-шеры. Это все понятно, но просто потратьте один вечер одного человека, чтобы до ума довести, чтобы не было бага, все это проверить, отдельную вкладку и кросс-сервер. Я не понимаю, где здесь проблема, почему вот у них не стакается. Ну просто помогите людям поиграть в PvP-шку с кайфом, пожалуйста. Народ, внимание! Если вас интересуют различные гайды по WoW, будь то полная настройка интерфейса и аддонов, как у меня, допустим, гайды на различные классы спеки. Вот последнее, что выпускал, это PvE-шный гайд на Элем Шамана в Пандарии. При этом только пандой я не ограничиваюсь, также присутствуют гайды по ритейлу и по 3.3.5. И весь этот дополнительный контент, уже больше 60 видосов, присутствует у меня на Бусти. Также там присутствует личный чат, в котором вы можете мне написать, и я отвечу на все ваши вопросы. Ну и в любом случае, если вы планируете поддержать мой канал копеечкой и получить за это дополнительный контент, то переходите на Бусти, знакомьтесь с контентом и подписывайтесь. Ну и третий пункт, это просто такое довольно забавное наблюдение, БГшки. Скорее всего, если вы регаете на Пламегоре БГ, вас закинет в команду к пламегорцам, соответственно, ну просто в принципе игрокам, да, с ру-сервера. Ну и скорее всего вы будете катать где-то в 70% случаев против пачки с европейского сервера, скорее всего она будет с фаермяу. То есть у вас такие, знаете, полупокеры, полу-ПВЕшеры, а против вас фулл пачка выходит альянсеров с прямого вот PvP-шного сервера, который с PvP направленностью, и у вас фулл пачка противников, это гига-одетые, такие прошаренные, прожженные уже PvP-шеры. Чего стоит только озеро ледяных оков? Я захожу, соответственно, на стриме на озеро ледяных оков. Моя команда атакующая Орда 6 человек, а против нас 45 тел дефается. Ну это уму непостижимо. 6 против 45. И потом по ходу боя, по-моему, еще немножечко противников закинуло в противоположную пачку. Боже. В 2025 году увидеть такую картину. Я не знаю, народ. Я не знаю. И это реально грустно. Это просто грустно. Я вот лично для себя не вижу путей вообще, да, возможных. Как я буду за Элем Шамана в Пандарии бегать двойку-тройку? Вот как я буду спамить, как я буду себе искать тиммейтов. И если у меня получится найти там парочку-тройку хороших лекарей, да, я буду с ними просто созваниваться в Дискорде условно и с ними играть до посинения, пока они не ливнут из этой игры. Ну, а если я их не найду? А как я должен их найти? То есть это уже внутри интерфейса Вова нереализуемо. Там мне нужно искать какие-то гильдии, какие-то дискорд-сообщества, там, серчить интернет и так далее. Зачем мне нужна эта сложность? Почему не реализовать хоть что-то внутри игры? Это вопрос открытый. Вот у меня есть пацанчик типа Другалек, который будет играть только на Фростмаге всю панду. Вот только Фростмаг его интересует. Соответственно, я буду качать теперь под него специально разбойника, чтобы конкретно с ним бегать двойки. В этом проблем нет. Да, вот я понимаю, что за рогу я двойку точно смогу бегать хоть всю Пандарию. Ну, это будет спокойно. Понятное дело, нам 2 человека всего нужно для реги, 2 человек есть. Ну и чё? А как я за Элема буду играть? То есть мне всю панду бегать только за разбойника, потому что у меня друг бегает только за мага. Вот это мой путь PvP Пандарии. И самое это печальное, что сам геймплей PvP-шный невероятно флексовый. То есть баланс классов хороший. В принципе, не нужен какой-то PvE-шный шмот. Можно full PvP сете бегать. И вот так далее, так далее. Плюсов до хрена. PvP в панде мне нравится. Все выглядит солидно, симпатично, как-то динамично бои происходят. Поэтому, народ, я вас
прошу, напишите мне в комментах, это я такой фрик и что-то не догоняю, да, у меня какие-то пробелы в знаниях, и вот, ну, вот просто я фрик, да, распишите мне, что нужно сделать, чтобы на Пламегоре, играя за Элем Шамана, за Орду, вот у меня орк, да, как я должен найти себе тиммейта. Вот это я фрик, что-то не догоняю, или действительно проблема такая существует, и чтобы мне нормально играть в PvP, мне нужно просто идти на европейский сервер, и там уже искать себе тиммейта рандома через заранее собранные группы, вкладка другое, но именно там, потому что там люди есть, а у нас людей нету, а кросс-сервера не завезли. Почему? Непонятно. Не, это полный пу-пу-пу. Это полный пу-пу-пу. Я в фрустрации пребываю просто, я не знаю, уже дня 2, наверное, по этому поводу. С ПВЕ-то, в принципе, проблем нет, понятное дело. Я вот нашел себе гильдию, мы вчера закрыли героический рейд, соответственно, тудым-сюдым, все, я поиграл, кайфанул. Я-то вообще не ПВЕшер, я чисто ПВП-игрок, я на ритейле и вообще не знаю даже, как ключи выглядят. Я в них не был уже, не знаю, года 2 или 3, может быть. Я вот в Легионе последний раз ключи вообще пробегал. И в Панде я закрываю героический рейд в составе гильдии, понятное дело, но тем не менее, то есть насколько в ПВП у меня не получается просто войти, что я иду в ПВЕ играть. Вообще, представляете, насколько вот у меня диссонанс происходит? И я не ПВЕшер, повторюсь. Короче, не знаю, народ, вот такой вот видос сегодня. Наверное, вы мне в комментариях разъясните, в чем я не прав, да? И где, соответственно, эта истина кроется. В любом случае, надеюсь на вашу информативную обратную связь. Поэтому на сегодня заканчиваем. Всем чао, всем прогрессив ПВП, всем пока.